Самая красивая в мире девушка, по версии главы студии «20 век Fox», Джин Тирни была голливудской знаменитостью образца 40-х годов. Поклонники не давали ей проходу, а карьера актрисы шла в гору. Но однажды она обменялась рукопожатием с восторженной поклонницей. После этого ее жизнь сильно изменилась. Любящие родители, богатый дедушка, лучшие колледжи Европы и исполнение любых желаний. Таким было детство будущей звезды. Ее в самом деле все любили, и она росла счастливой, доброй и ласковой девочкой. Казалось, все в ее жизни должно сложиться удачно и счастливо. Но на пороге юности Джин узнала, что на свете бывают измены, и что они могут коснуться каждого. Из семьи ушел отец. Он полюбил другую женщину. Джин была потрясена и решительно вычеркнула папу из своей жизни. Сочла его поступок предательством. В поездке на западное побережье ее увидел режиссер Анатоль Литвак, который был очарован ее красотой. Студия хотела подписать с ней контракт, но воспротивились ее родители, сказав, что их дочь стоит гораздо дороже предложенной суммы. Но вскоре ей наскучила праздная жизнь, и она принимает решение все-таки начать карьеру актрисы. Джин была принята в Американскую академию драматического театра в Нью-Йорке. Она появилась на Бродвее в спектакле «Развлечения госпожи О'Брайен» и получила высокую оценку критиков. Ее фото появились на обложках журналов. Она также встретилась с Ховардом Хьюзом, который пытался соблазнить ее, но она не впечатлилась его богатством. Это обескуражило и подкупило миллиардера, и он стал ее другом на всю оставшуюся жизнь. Ее кинодебют состоялся в фильме Фринца Ланга «Возвращение Фрэнка Джеймса» 1940 года, где партнером был Генри Фонда. Это был самый успешный фильм студии Fox в 1940 году. 41-й был напряженным для актрисы, поскольку она снялась сразу в 5 фильмах. В 1941 году, когда Джин исполнился 21 год, она влюбилась. Конечно, вокруг красивой и успешной актрисы всегда было множество поклонников, но на этот раз, кажется, все было серьезно. Художник по костюмам Олег Кассини, работающий на киностудии, сумел вскружить голову Джин. Влюбленные решили пожениться, но семья Джин была категорически против. Не такое они представляли вторую половину их обожаемой дочери. Тогда Джин и Олег сбежали. Такое поведение совершенно не понравилось большим боссам, и Кассини немедленно уволили. А Ромео и Джульетте было все равно. Они заключили брак в Лас-Вегасе и наслаждались медовым месяцем. Джин Тирни продолжала активно сниматься. Она покоряла публику главными ролями в фильмах «Лора», «Призрак» и «Миссис Мьюир», заработав в картине «Бог ей судья», где Тирни сыграла женщину-маньяка, ее номинировали на «Оскар». Но реальность внесла свои коррективы. Шла Вторая мировая война, и никто не мог оставаться в стороне. Олег Кассини ушел на фронт. Джин Тирни ездила по госпиталям, участвовала в патриотических мероприятиях, встречалась с военными, чтобы поддержать их боевой дух, и раздавала автографы. Несмотря на эти обстоятельства, Джин была счастлива. Она ждала первенца от любимого мужчины. После одной из встреч с поклонниками актриса неожиданно почувствовала себя плохо. Дальнейшее напоминало фильм ужасов. Ее привезли в клинику, врачи определили диагноз – краснуха. Детская болезнь, относительно безобидная. Только вот, как оказалось, очень опасная для будущих мам. Точнее, для плода. Все происходило по самому страшному сценарию, который только можно себе вообразить. У Джин начались преждевременные роды, и вскоре на свет появилась ее девочка, незрячая. Позднее малышка потеряла слух, и вдобавок врачи объявили о ее умственной отсталости. Джин была раздавлена. Она дала своей девочке красивое имя – Антуанетта Дарья.
Ее муж был наполовину русским. Но воспитывать ребенка в семье супруги не смогли, боялись не справиться. Они вынуждены были оставить дочку в специальном учреждении. Там Антуанетта Дарья провела всю свою жизнь, а прожила она 67 лет, скончавшись в 2010 году. Только спустя несколько лет супруги узнали причину своей трагедии. Оказалось, что на той роковой встрече со зрителями присутствовала дама, болеющая краснухой. Страстная поклонница Джин Тирни, она сбежала из больницы, мечтая увидеть своего кумира, и пробилась сквозь толпу, чтобы пожать руку любимой актрисе. Этого было достаточно, чтобы Джин заразилась. О той злополучной встрече рассказала актрисе сама поклонница. Она снова пришла навстречу. Узнав, что стало причиной искалеченной жизни ее дочери, Джин пришла в ужас. Начались панические атаки, потом развилась депрессия. Она никого не хотела видеть, отказывалась выходить из дома, не исполняла контракты со студиями. Ее состояние все ухудшалось, и в конце концов ей пришлось лечь в психиатрическую клинику. Устав от психозов жены, Кассини стал искать развлечения на стороне. Между супругами росла стена непонимания. Агата Кристи использовала эту трагическую историю Джин Трини в своем творчестве, написав роман «Зеркало треснуло». Курс лечения сделал свое дело. Мало-помалу Джин смогла вернуться к обычной жизни. Снималась в кино, знакомилась с мужчинами. В 1944 году она снимается в самой известной своей роли Лауры Хант в фильме «Лаура». Американский институт киноискусства назвал его под номером 7 в списке лучших фильмов за 100 лет. В 1945 году она сыграла роль фатальной женщины в фильме «Отправьте ее на небеса». За эту роль она была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса. Тирни считала это лучшей своей ролью. Также это был ее любимый фильм. В это время начался ее роман с молодым Джоном Кеннеди. Однако клан Кеннеди был против брака Джона с актрисой. В дальнейшем это могло бы повредить его карьере. Будущий президент внял совету родных и в 1947 году расстался с Джин. Это стало очередным ударом для Джин. Тирни помирилась с Олегом Кассини. У них даже родилась еще одна дочь Кристина. Но брак невозможно было сохранить. У Кассини не было никакого желания опекать свою больную жену. В 1952 году, когда актриса, будучи на съемках, слегла с тяжелой пневмонией, муж отказался приехать к ней и тем самым поставил крест на их браке. Почему Кассини так поступил? Испугался, не захотел взваливать на себя бремя ухода за больной женой и маленькой дочкой, или просто разлюбил. Как бы там ни было, но на этот раз их разрыв стал окончательным. А Джин выздоровела и стала еще прекраснее, чем была. Ее снова снимали в кино. Вокруг вновь велись хороводы поклонников. Ее контракт с Fox истек, и она уходит в MGM, где снимается с мегазвездами Спенсером Трейси и Кларком Гейблом. Во время съемок в Европе у Джин завязался роман с принцем Али Ханом. Они хотели пожениться, но их планы встретили ожесточенное сопротивление со стороны отца, Ага Хана. У Джин усугубляются проблемы со здоровьем психического характера, которые все сложнее было утаить. Находясь в состоянии помешательства, она бросила съемки в фильме «Магамба» и была заменена на Грейс Келли. Пневмония и развод ухудшили психическое здоровье Джин. Она стала сдавать на глазах. На съемках забывала текст, уходила в себя, не узнавала родных и друзей. Она обратилась за консультацией к психиатру, а затем отправилась в Институт жизни в штате Коннектикут. После 30 процедур с электрошоком она попыталась бежать, но была поймана и возвращена обратно. В дальнейшем она открыто выступала против лечения шоком.
утверждая, что этим лечением была разрушена значительная часть ее памяти. В 1957 году сосед звезды вызвал полицию, когда Джин попыталась прыгнуть с окна 13-го этажа. Ее направили на принудительное лечение в клинику штата Канзас. Через год ее выпустили, после лечения, которое включало работу в крупном универсальном магазине в качестве продавщицы. Там она была узнана клиентами, о чем раструбили газеты. В 1958 году Джин познакомилась с техасским нефтяным бароном Говардом Ли, который был женат на кинозвезде Хэдди Ламар. Тирни и Ли поженились в 1960 году и жили в Хьюстоне. Говард был на 20 лет старше ее и внешне мало походил на мечту ее юности, но именно он сумел сделать Джин счастливой. Выйдя за него замуж, Тирни окончательно выздоровела и даже вернулась в кино, такой же красивой, как и была. Джон Кеннеди, уже будучи президентом, на одном банкете шепотом спросил ее о жизни, на что Джин громко и весело ответила: «Замечательно, у меня есть муж, который любит меня, и ему все равно, сумасшедшая я или нет». Смерть Говарда Ли в 1981 году стала последней большой трагедией в жизни актрисы. Она прожила еще 10 лет, но так никогда и не оправилась от утраты. Джин Трини умерла в 1991 году от рака легких. Она удостоена звезды на Голливудской аллее славы.